Всегда своего мужа удивляю я, а в этот раз, друзья, удивил он меня тем, что не знает и никогда не ел эту вкусняшку. Привет, с вами Ух ты Кухня. Поделюсь и с вами, может и вы забыли или не знаете. Для этого в кастрюлю вливаю 1 литр молока. Зажигаю огонь, добавляю сахар по вкусу. У меня это будет примерно 2 столовые ложки. Ну, можно и 3. Себе в тарелку можно все, что угодно. Также сюда пол чайной ложечки соли. Нужно, чтобы молоко закипело. Время от времени буду его помешивать, понятное дело, чтобы не пригорело. А в это время, друзья, во вторую кастрюлю выкладываю фрукты. У меня здесь вишня, черная смородина из морозилки. Сюда я их разморозила. Также добавлю немного крыжовника, консервированный без сахара. Сюда же. Примерное количество фруктов будет граммов 600. С помощью блендера измельчаю. Поехали! Видишь, какая я семиделка. Одной рукой фрукты, другой рукой молоко. Ой, хозяйка. Все, готово. Красота какая. К фруктам вливаю 1 литр чистой холодной воды. Можно теплой, неважно. И беру эту кастрюлю, ставлю на огонь. Оп, перемешиваю и довожу до кипения. Следим за молоком, чтобы оно у нас осталось в кастрюле, а не на плите. Когда молоко закипело, беру манку 200 граммов на литр молока, идеальные пропорции. И тонкой струйкой всыпаю и при этом размешиваю венчиком. А кто-то рассказывал, холодное молоко, манку насыпьте и будет нормально. Да, надо будет как-то попробовать. С момента закипания провариваем примерно 1 минутку. Какие бульбашки, видно? При этом постоянно помешиваю. Чтобы погуще было. Да. Как думаешь, готово? Я думаю, да. Я тоже думаю, да. Выключаю нагрев и еще примерно 30-40 секунд помешиваю, потому что кастрюля горячая и она может очень быстренько прихватиться. А я в это время беру форму, любую, у меня вот такая вот круглая, можно взять любую. Немножко смажу сливочным маслом, совсем чуть-чуть, тонким-тонким слоем. Остальное маслица в ручке, кожа будет нежная. Выкладываю манку сваренную. Ой, какая она нежная, пушистая. Распределяю по форме, немножко вот так вот прижимая, утрамбовывая. И сейчас беру пищевую пленку, накрываю манку в контакт, чтобы она не заветривалась. Вот так вот. Ну и что? И оставляю до полного остывания на балкон. Когда фруктовая жидкость закипела и прокипела 2-3 минуты, ну чтобы все вкусы, ароматы поженились, объединились, чтобы кисель получился красивым, прозрачным, я его процеживаю. Зачем нам эти косточки, кожицы, шкурки? В принципе, можно этого и не делать. Получится такое Пюре. кисельное пюре, да. Снова ставлю на огонь. Ух, какая красота. И добавляю сахар. Ну давай побольше. Здесь, Сережка, я с тобой соглашусь. Побольше. 3 таких, ладно, 3,5 ложки сахара. Вот это по-моему. Да, все-таки я люблю тоже сладенький кисель. Кисло-сладенький. Довожу до кипения, а этим временем подготовлю крахмал. У меня 50 граммов кукурузного, можно заменить картофельным. Вливаю примерно 100 мл воды, холодной, и хорошо размешиваю, чтобы не было комочков. Кисель у меня получится такой средней густоты. И вливаю тонкой струйкой в закипевший компот, при этом помешивая. Вот так вот, быстренько, 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 все быстренько, быстренько, быстренько. Провариваю 1-2 минуты, чтобы крахмал хорошо заварился. Сейчас хозяюшке покажу, какой же кисель получается. Он еще станет немного гуще, посмотрите. По мере остывания он будет становиться гуще. И все же такой средней густоты. Поэтому, если любите жиже, тогда добавьте немного меньше крахмала. Погуще, тогда больше. Ну что, все, можно выключать нагрев. Готов попробовать самую вкусную еду в мире. Когда манка застыла хорошо, стала холодной, нарезаем порционно. Я хочу это сделать вот так вот, как тортик. Выкладываем на тарелочку и поливаем киселем. Вот так вот. Обильненько. Обильненько, да, я люблю обильненько. Берем ложку, кусочек манки с киселем и в рот. Открывай. Приятного всем аппетита! Да, открывай. Это вкусно! Вкусно-вкусно! Пишите, друзья, в комментариях, помните ли этот рецепт. Делитесь своими рецептами. Ставьте нам с Сережкой лайк, конечно же. А мы сейчас это все съедим.
Словно в детство вернулся. Ты же говорил, не ел такого.